Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро-прогноз, Таро-расклад, что готовит судьба. Ключи судьбы в событиях ближайшего будущего. Давайте допустим, мои дорогие стрельцы, что вот ключи судьбы сейчас находятся в ваших руках. Рассмотрим через 3 основные карты, как подсказки, чему, по мнению карт, нужно уделить внимание, что вы не можете без этого внимания оставить. Возможно, какая-то ситуация, чем она завершится, или как решится ваш вопрос, тенденции, да, решения, или какое продолжение следует. А планетарные транзиты у нас таковы, что основным вопросом ближайшего будущего может стать, что я выбираю для себя, или какой порядок я хочу создать, а может быть, порядок в своем творческом хаосе, к чему же я стремлюсь, чего я хочу достичь. И мы не ставим специальных сроков. Я специально так сделала, поскольку ближайшее будущее – это и 2, и 3 месяца. Но есть разные вопросы. Все же расклады наши общие. Это как вариант к размышлению, который нас приглашает подумать. И у кого-то вопрос решится пару дней. А у кого-то это будет связано еще с третьими лицами, может быть, законами, бумагами, да, и это может затянуться, ну, даже до конца 2025 года. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, оставлю ссылки в описании под видео. Есть и гороскопы, есть и статьи по психологии. Гороскопы разные, есть и по китайской астрологии. Прогноз, в каких энергиях, по году рождения, или что тоже нужно учесть. Опять же, до конца 2025 года, ну и где-то старт – это лето. Итак, мы идем вперед. Знаки судьбы. Знак судьбы в событиях ближайшего будущего. Первая карта. И первый знак судьбы. Второй знак судьбы. О чем нам говорят карты. И третий знак судьбы. Вторую колоду мы оставим на дополнение. Давайте будем узнавать, что ж там вам хотят сказать высшие силы. Вот смотрите, королева мечей. И вот эта колода 78 дверей, открытые двери или закрытые, принципиальное значение имеют. Вот дверь здесь как будто даже она не прорисована. Или, ну вот проем, но нет преград. Преграда вся в том, что нам что-то может казаться. Или мы словно видим какой-то сон, мы для себя наметили какое-то продвижение или считаем правильным нашу позицию. Но карта очень ясно дает нам понять, что нет, здесь нужно что-то продумать. Здесь человеку как будто либо снится, либо видится. Да, иногда нам приходят действительно и через сны подсказки. Или вот мы говорим видение, да, кто-то верит, кто-то нет. Но порой сложно объяснить, бывают с нами такие моменты, когда, ну, мы это называем как пусть интуиция или как подсказка извне. Это нужно учитывать, но переложить в реальную плоскость и при этом надеяться на себя. Мне очень интересно, с чем будет связана эта история. И я должна сказать, что по этой карте ведь здесь не просто вот какой-то рационализм, а здесь, знаете, ваш предыдущий опыт соединить с интеллектом, то есть высшее знание. Здесь не все может лежать в плоскости каждого дня. Поэтому, если мы говорим разговор, беседа с самим собой, интуицией, она тоже важна. Но вот соединить, наверное, возвышенное и земное. То, что вы, ну, как на уровне инстинкта какого-то своего чувствуете, и то, что есть в реальной жизни. Вот для вас это будет актуально. Давайте посмотрим конкретно, с чем это может быть связано, почему это произошло. Тут какая-то история явно имела начало прежде. Ну, правда, у кого-то вот эти самые разочарования. Может быть, принять правду, истину. Может быть, и по части любви, кстати, 5 кубков. Любовь там, где ясность. Любовь там, где в нас не заинтересованы, а там, где с нами искренне, мои дорогие стрельцы. У кого-то, я допускаю, была грустная история, которая была связана с силой непреодолимых событий. Внешне мы говорим события. И сколько ты тут не думай, не сожалей, к сожалению, мы не можем вернуться назад. Мы не можем открутить, как видеоленту для того, чтобы снова прожить какие-то приятные эмоции. Или возобновить, может быть, некоторые разговоры, чтобы быть правильно понятым.
У кого-то и сама ситуация по личной жизни, когда, ну, просто человека нет в вашей жизни уже. И к этому, опять же, силы непреодолимых действий, какие-то третьи силы или события. Меня смотрят люди из разных стран. Но десятка мечей нам говорит, да уже все завершилось. Вы можете попросту, если как ключи судьбы, о чем нам говорит? О том, чего нет. По сути дела так. И пятерка кубков, что есть. Почему это произошло? А потому что что-то завершилось, оставив вот эти эмоции. Но, тем не менее, если мы говорим ситуацию мы не возобновим. Здесь нужно принять какую-то реальность не просто так вот, как на словах, а понимать в реальной жизни, что же произошло. Можете вы с этим взаимодействовать, тут у каждого будет по-своему. Или действительно, это уже был какой-то конец. Может быть, это было связано, у кого-то ушел из жизни супруг, супруга, может быть и так. Или ушел человек, вы были в паре, ну, тоже по разным причинам. А может быть, строились планы, и здесь словно две десятки все рухнуло. Может быть, это сопровождало еще и тем, что и финансовая история. Если вы зависели или это был совместный бизнес, все-таки тут по-разному может быть. Даже бизнес, да, хотя нам карты говорят об эмоциях, но если это ваше личное дело, мы пропускаем через себя. Мы не можем оставаться такими, ну не то что равнодушными, но может быть постоянно с холодной головой. Мы все равно где-то соскальзываем на чувства, на эмоциональное наше восприятие. А тем не менее нам карта говорит, все, перестань думать. Вот такой ключ судьбы. Мне очень странно. Хорошо, что же будет дальше? Ситуации разные. Ну, посмотрите, рыцарь кубков. У кого закончились отношения, мои дорогие, нужно как-то правильно очень себя именно в этих отношениях оценить. Где вы сейчас? Вот такой вопрос себе задать. Эти отношения, они у вас продолжаются или они завершены? И если, допустим, вы бы хотели что-то продолжить, а взаимоотношения – это не игра в одни ворота, это всегда энергообмен. И если где-то, с одной стороны, пробуксовывает этот энергообмен, обязательно будет какой-то финиш. Сколько бы мы тут ни затягивали, какие бы мы планы ни строили, все равно будет какая-то, как точка нового отсчета, когда дороги могут и разойтись, ваши и партнера. А у кого-то, опять же, повторюсь, когда уже, ну, буквально человек ушел, человека нет, а вы продолжаете жить воспоминаниями. Вот здесь нам говорят о том, что нужно что-то завершить, конкретно карты говорят. Не нужно о чем-то думать. Это как ключ судьбы. Может быть, перекладывайте на себя. И, как я говорила, у кого-то бизнес, личное дело, или какая-то ситуация по работе, где вы зарабатывали деньги, тут тоже такое может быть, закончилось. Тут надо правильно оценить, почему это произошло. И если это произошло вот именно с воздействием третьих сил, тут надо быть честным самим собой, с этого начинается все. Тогда вам легче будет найти правильный выход или принять правильное решение. Так вот, если это действительно непреодолимые силы, то тогда все равно ситуация завершилась. И поставить в чем-то точку, оставить как воспоминания. Воспоминания приятные, но не переживать их снова и снова. Потому что пока какая-то разрушающая история, которую вы не можете уже возобновить, присутствует в вашей ментальности. Место занято. А карта нам говорит, а у тебя на пороге может быть, к примеру, новая история любви. Или пусть это даже бизнес, какая-то перезагрузка, новое направление. И если это касается эмоций, то тогда и эмоции придут с началом нового дела. Вас что-то увлечет. Через вдохновение, ведь это карта хорошего настроения. И насладись моментом. Мои дорогие стрельцы, все то, что вас питает, а не то, что вас сейчас разрушает, это для вас будет полезно. Поэтому не окунайтесь заново в какие-то свои сожаления, в какую-то разрушающую пустоту или в какое-то безразличие, равнодушие со стороны конкретного человека. Здесь вам нужно позаботиться о самих себе. Что же будет дальше? Праздник. Будут новые люди. Не отказывайтесь конкретно от участия, от взаимодействия в разных мероприятиях, с какими-то встречами. Расширяйте в целом горизонты своего общения. Что же будет дальше?
И тогда вот эта башня, кстати, для вас может означать как выход из зоны ограничений или словно из какой-то тюрьмы, из тяжелых воспоминаний, из сложных чувств, из сложных отношений, мои дорогие. Ведь всегда по аркану башни прежде первой карты была прорисована именно тюрьма. И мы думали, что это для нас как цитадель, потому что мы могли подержаться за стены. Мы сами себе нарисовали ту картину, и нам казалось, что это надежно, уверенно, или это где-то по закону, что так будет всегда. А на самом деле у нас в нашей жизни, мы живем в эпоху перемен. Ну, наверное, единственное, что постоянно, это перемены. Но нам легче выйти из этой башни, оставить прошлое в прошлом. А для кого-то из вас это как по судьбе. Вы вынуждены были столкнуться с какой-то разрушающей ситуацией, мои дорогие. Или с каким-то отказом. Или с прекращением каких-то отношений по разным причинам. Может быть, и прекращение какой-то как вид деятельности или направление в бизнесе. Пусть это была тема вашего творчества, какая-то словно в небесных скрижалях для вас прописана перезагрузка. И будет очень важно вот эти добрые эмоции, посмотрите. Может быть, вот таким не самым корректным путем, ну, мы это не обсуждаем, потому что, пожалуй, каждый знак зодиака или каждый представитель из разных знаков зодиака проходит подобный опыт в разные годы жизни. Но, может быть, вот именно нынешний период для вас, мои дорогие стрельцы, это как время переосмысления. Может быть, вы бы и не отказались от чего-то. И если вы проанализируете, к примеру, отношения, и человек ушел, а вы проанализируете, что было между вами. Явно вы там найдете какие-то деструктивные моменты, и вот вспомните об этом. Я бы даже сказала так, потому что вы будете понимать, зачем высшим силам было нужно где-то вас перенаправить в другую сторону, или завершить какие-то отношения, или, может быть, завершить даже какой-то бизнес, или какая-то тема, пусть, да, или по работе, и явно вас там что-то не устраивало, причем долгое время. Ваша задача в моменте здесь и сейчас, ведь это новые возможности, вас теперь ничто не держит, ведь по сути это карта трансформации и освобождения. Все, вот эта хрупкая башня, которую мы строили, или нам казалось, что это наша крепость, все-таки она разрушилась. И теперь у вас вот эта перезагрузка. Наполните себя новыми эмоциями. Не отказывайтесь от какого-то общения. Рассматривайте все варианты, и решение постепенно, шаг за шагом придет. Больше легкости добавить. Обе карты в вашу жизнь приглашают. Не пытаться сразу что-то узаконить, стабилизировать. Или, если мы говорим про чувства, именно про чувства, потому что кубки, вдохновиться моментом. А последующее, то, что ваше, поверьте, оно от вас и не уйдет, а останется с вами надолго. Второй знак судьбы. Перемены. 9 – это всегда между прошлым и будущим. И вы сейчас, вот у вас такая ситуация, и вот эти двери нам человек сам несет. Посмотрите, сейчас он их поставит в свой дом, и это будет для него как защита, как опора в том, что никто не войдет к нему без приглашения. Это он сам будет эти двери открывать, кому захочет, или наоборот закрывать. Это у вас сейчас такой период, когда нужно быть открытым. Вот где-то карта, может быть, поэтому начинается именно с королевы мечей, да, и тут нам дают такие подсказки, потому что вдохновиться-то все же нужно. Кому-то двери надо будет и открыть, но определенно не всем. И если некоторые люди, некоторые персонажи этого достойны, мои дорогие стрельцы, может быть, перед ними и закрыть эти двери. И закрыть двери перед какими-то негативными эмоциями, закрыть двери в прошлое, опять же, да. Здесь нужно, быть немножко философом, чтобы понимать, что вам полезно. Или какой порядок вот вы хотите отстроить в своей жизни, что вы выберете для себя. Почему это произошло? Какие истоки этой ситуации? Опять же, колесо фортуны. Вы знаете, будут новые возможности. К вам приходят новые возможности через новые контакты. Это точно. Это вам как знаки судьбы.
И пока вы вот замерли словно, снова и снова прокручивая киноленту собственной судьбы, то тех событий, которые произошли, вы себя держите в заперти ментально, мои дорогие. Здесь нужно сделать новый шаг, не боясь ошибиться, не боясь конфронтации, не боясь быть где-то уязвленным. При этом нужно быть настороже, понятно. Поэтому и двери человек несет, чтобы понимать, кому открыть, кому закрыть. Но у вас колесо фортуны. Тут ведь возможности, они к нам приходят каким-то кривым иногда путем, как мы даже не предполагали. А мы можем упустить время, потому что возможности нам судьба предлагает именно в моменте здесь и сейчас. А завтра, когда мы будем готовы, этого может не произойти. Но где-то и вы во власти событий, внешних обстоятельств. Кому-то из вас, посмотрите, и, кстати, планетарно, у вас вторая половина 2025 года, позвольте себе, словно энергии вам, транзиты планетарные предлагают, позволь себе вдохновиться, куда-то отправиться. Пусть эта поездка будет без конкретного маршрута, пусть эта поездка будет куда-то недалеко. Для вас важно не быть на якоре. Две карты, которые про скорость где-то и про перемещение, как и колесо фортуны говорит, буквально ухватить жар-птицу за хвост или птицу феникс, может быть, самим быть этой птицей фениксом. И шестерка мечей – это конкретно какие-то перемещения, это начинание новое, когда мы отплываем от прежнего берега. И на классических колодах Таро обычно здесь у нас летят на метле, это карта колода ведьмочек, а чаще берег, безжизненная какая-то пустыня прорисована. Вот мы от этой безжизненной пустыни должны отправиться, иначе уже в каком-то прежнем месте ничего не растет. Что бы вы там ни посадили, оно, увы, не даст всходы, как будто ехать надо. Или нужно переключить свое внимание в каком-то новом направлении. Может быть, и изучать по этой карте. Мы изучаем иностранные языки. Мы можем изучать язык программирования. Мечи. И именно шестерка мечей – это пространство, вселенная, эфир, интернет. Может быть, и общение какое-то, которое зарождается через интернет. Конечно, будьте аккуратны. Не думайте, что это что-то надежное. Здесь уметь себя беречь в интернете – это тоже искусство, помните об этом. Фишинг процветает, мы можем ради любопытства перейти по любым ссылкам. Или нам кто-то прислал на почту письмо, и мы можем быстро его открыть и пойти дальше. Мы можем столкнуться со скамером. И скамерство, увы, но тоже, причем как и в лице мужчин, так и женщин процветает. Увы, с развитием новых цифровых технологий мы должны научиться всем этим пользоваться, себе во благо, но и помнить, что интернет – это опасное место. Но опять же, не себя сохранять, но и не замыкать в какой-то как ограниченном пространстве или отказываться от чего-то – это для вас знаки судьбы. Для кого-то новое творчество, новое направление, может быть, посредством работа через интернет, работа из любой точки мира, может быть, и изучение каких-то новых цифровых технологий, может быть, и систем взаиморасчета. Все-таки девятка пентаклей у вас выпадает. Каким образом эти взаиморасчеты пойдут? Может быть, кто-то будет изучать криптокошельки, как это вообще все работает. Просто понять, как это работает. И именно это направление криптовалют, оно, хотим мы того или нет, мы можем от этого отказываться. Но это как будто не имеет никакого значения, соглашаемся мы или нет. Тут ведь, понимаете, посмотрите, на второй раз говорят, что жизнь, она идет помимо твоего представления. Есть какая-то другая реальность, которую ты не видишь. И твоя задача, как знак судьбы, с этим познакомиться, мои дорогие. Так вот, у кого-то из вас возможности заработка через какую-то новую стратегию, тактику, или раскрытие собственных талантов, или для того, чтобы совершить, может быть, переезд, если у вас происходит релокация офиса, а вы все никак не можете с этим согласиться, или вы не хотите буквально оставлять насиженное место. Вот такое тоже я могу допустить. Быть легким на подъем, мои дорогие, принимать все то, принимать аккуратно, что приходит на ваш порог.
Не отказываться, не выносить сразу какой-то вердикт. Это для вас открывает новые возможности. И к чему это идет? Что будет дальше? Себя сохранять. Мы уже с вами об этом говорили. Сохранять свои финансы. Есть возможность получить деньги в ближайшее время. Может быть, заработать деньги. Может быть, каким-то вторичным заработком. Кстати, я такое тоже допускаю. Но тогда четверка пентаклей, карта жадины. К чему все идет? Вам придется очень как-то разумно тратить деньги. Или, что я говорила, по части изучения, да, как и дополнительных систем взаиморасчета или электронных систем взаиморасчета, работы в интернет. Здесь тоже себя беречь. Что будет дальше? Дальше я карты не тяну. Правда, посмотрите, какие замечательные карты. Все то, что я говорила по второму варианту, ну и где-то по первому. Я вижу взаимосвязь. И вот такой путь к вашему солнцу. Мы ведь можем застрять. Мы можем себе поставить какие-то ограничения, потому что мы считаем, что вот должно быть так, а по-другому оно быть не может. А так не будет. Две позиции, два знака судьбы, они как раз говорят о том, что какая-то перезагрузка вам совершенно необходима. Перекладывайте вот эти выпавшие карты, как это откликается в вашей душе. А мы смотрим третий знак судьбы. Ну, наверное, опять же, и третий вытекает из первых двух. Видимо, вот этот центральный, как бы, да, наш расклад, он будет знаковый. Пока мы не решимся на что-то, пока мы не расширим горизонты своего общения, при этом будем внимательны, мы будем сами себя сохранять. Мы учимся сохранять себя по-новому, но не методом отказа, а правильного взаимодействия. Может быть, вовремя себе задавать вопросы. Могу я этому доверять или нет? И услышать не то, что вам обещается, а то, что есть в реальной жизни. Но выйти из темной комнаты определенно стоит. Обратите внимание, дверь открыта. А человек нам показан, ну, не очень довольное у него лицо. Смотрит он в телевизор, проживает он жизни тех героев, которые ему транслируют, или пусть по новостям, то, что ему транслируют, так он и представляет, он не видит жизни. Он находится в каком-то замкнутом пространстве, он сам туда себя добровольно поместил. И все, вот на этом, да, есть какие-то мелкие радости, вот нам тут показаны, да, которые уже могут перейти в привычку. И привычка, кстати, отгораживаться от мира. Давайте мы дополним. Я вижу просто в этом риск, причем такой значительный риск. Кто-то может переосмыслить. И вот по первому варианту самому себе сказать, да надоело мне быть в каких-то отшельниках, или надоело мне быть в каких-то непонятных отношениях, или наоборот, надоело мне жить воспоминаниями, а кто-то все-таки на это не решится, потому что, ну, какие-то догмы у вас или устоявшиеся мнения. Так вот, почему это произошло? Давайте узнаем, хотя нам понятно. А была какая-то проба пера, или были, может быть, после тех отношений, которые завершились, или, может быть, после той работы, которую вы оставили, вы пробовали что-то еще и явно оступились, словно, ну, как свалились с этого обрыва. То, что вы когда-то думали, что у вас получится, а вот я говорю, тут надо уметь себя сохранять. Как будто что-то завершилось, вы вот именно по третьему варианту, вы попробовали какой-то другой, может быть, вариант, пусть это по работе, пусть это по отношениям, почему угодно, это старший аркан, мои дорогие стрельцы, и это не пошло. Или вы столкнулись с каким-то обманом, но вы и сами, тут ведь по нулевому аркану сглупили-то мы сами. Мы вовремя чего-то не учли. Так, может быть, теперь вот этот минусовый опыт нужно принять во внимание, чтобы отстроить совершенно новую историю, более счастливую, неважно, личную, или это будет касаться работы, но не замыкаться. Почему это произошло? Ну вот, карта и говорит, потому что где-то была допущена ошибка, или мы были наивными, не умели себя беречь, не умели использовать какие-то ресурсы. У кого-то интернет проиграется, правда. Может быть, даже у кого-то с камер проиграется. И вроде бы описано в интернете достаточно
случаев, когда сначала, кто такой скамер, кто не знает, так я скажу. Это человек, который, допустим, вы идете на сайт знакомств, помните, в интернет это опасное место, в очередной раз повторяю, и вы не видите человека. И то, что он вам транслирует, то, что он вам обещает или признается в любви. Обычно тут схема проста. Затягивают в отношения, обещая золотые горы, кисельные берега, рассказывая сразу о любви или о каком-то интересе. Потому что человек мошенник, он понимает, что кто пришел на сайт знакомств? В основном очень много тех, которые не могут познакомиться в реальной жизни или находятся в каком-то очень сложном эмоциональном состоянии, психологическом сложном состоянии. И вот именно эта категория людей, она наиболее уязвима. На этом люди делают деньги буквально. В этом, по сути, состоит мошенничество, потому что как мужчины есть, повторюсь, так и женщины, которые этим промышляют. Причем вы даже не предполагаете, может быть, это с какого-то дальнего уголка мира. Вам человек транслирует, часто начинают говорить о том, что либо была какая-то история любви, со знаком минус, когда не то кто-то умер, не то у него или у нее, да, или столкнулась, допустим, с какой-то силой непреодолимых событий, когда, человек играет на эмоциях, чтобы его пожалели, вот к чему. И постепенно затягивает вас в эти отношения, вот вы уже верите. А после этого он требует от вас деньги. И тут у каждого по-своему. Если вас уже вот этот скамер затянул в отношения очень глубоко, вы можете и раскошелиться. А потом все равно реальность наступит. И вы будете в шоке. И после этого мы закрываемся. А у кого-то это опыт по работе, мои дорогие. Так вот, не надо дуть над воду, обжегшись на молоке. Здесь вам приносит как будто возможность судьба. Мы с вами говорили об этом. А человек смотрит на 3 пустых кубка, может быть, и 3 каких-то опыта, почему это произошло. А потому что было много эмоций. Потому что мы были в чем-то уверены. Мы были уверены в том, что так будет всегда. Но ничто так не постоянно, как все временно. Я не продолжаю. Все то, что я сказала, даже по прежним 2 раскладам, 3-й расклад просто дополняет. Как дополнительная ветвь для тех, которые действительно сейчас себя сами добровольно поставили свою жизнь на стопор. Так вот, к чему все идет? Карта сама выпала. 13-й аркан смерть. Это окончание. Вот это должно быть закончено. Или вы заканчиваете. Или карта, кстати, это старший аркан, говорит, что все равно, видимо, вот это колесо фортуны, оно проиграется у каждого по-разному. Нам придется столкнуться еще с какими-то новостями или с тем, что системы будут, институты перестраиваться. Особенно, наверное, начиная с июля, это как такой пробный шар, поскольку Уран, это планета перемен, она входит в знак зодиака Близнецы, и вот там Уран себя чувствует максимально комфортно, это не в Тельце. И у нас до ноября месяца это будет такой период, может быть, я могу предположить, когда может нам казаться, что все с ног на голову меняется, или какие-то информационные приходят такие, знаете, не просто новости, а шокирующие, может быть, новости. Мы даже не предполагали, что это есть на самом деле. Правда какая-то может открываться. Или когда вообще это будет связано с каким-то общим мироукладом, миропорядком. Невозможно по Урану в Близнецах заранее даже предсказать, что это может быть. Но это будет свидетельствовать о том, что какой-то прежний порядок, он заканчивается. И где-то колесо фортуны вовремя перестроится и вовремя увидеть эту реальную жизнь. Вот все-таки не быть во власти своих предубеждений, потому что мы можем думать, что нам там вот так вот тепло, уютно, может быть и темновато, да ладно, и так будет всегда. Я просто вот занял такую позицию или заняла, и мне так надежно и уверенно. А старшие арканы всегда говорят, да нет, тут все равно какие-то перемены будут, и ты от них не уйдешь. Поэтому завершить, как будто это ожидание стоит, что же будет дальше. Другое направление нам говорят избрать, чему-то начать учиться, видеть жизнь совершенно по-новому. И, наверное, где-то, кстати, 2 жезлов может говорить о том, что мы перед тем, как мы прыгнем в будущее, нам нужно самих себя
стабилизировать. Вот это новое направление рассмотреть, чему-то обучиться, а после этого собственные позиции укрепить. Двойка жезлов – это не есть еще вот сам прыжок в будущее, но это необходимый фундамент мы строим для того, чтобы почувствовать собственную силу. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.